Коллеги и друзья, приветствую! Сегодня у нас интересный видеовыпуск, советую досмотреть до конца. Сегодня мы смотрим, возможен ли альт-сезон в 2026 году. Я знаю, что все разочаровались, ждали в 2025 году, его не было. И также очень важная тема, как выводить свои портфели из просадки, потому что сейчас у многих портфели находятся в просадке. И плюс я вам дам очень хороший бонус сегодня на этом видеовыпуске. Поэтому смотрите до конца и внимательно. Кто меня не знает, меня зовут Рустам Васильевич, я криптотрейдер, инвестор с 2019 года, ну и также аналитик, естественно. И у нас есть и закрытый клуб трейдеров, но это не важно, там регистрация закрыта у нас. Мы уже давно трейдим альткоины, сейчас подключили еще шорты на падение. В общем, все отлично, делаем неплохую прибыль. Давайте мы начнем рассматривать доминацию биткоина, потом перейдем на ваши портфели, которые в просадках. По доминации биткоина мы ее давным-давно рассматриваем. Мы давным-давно ждем, что будет уже перелом этого восходящего движения, что структура будет восходящая поломана. Сейчас можно утверждать, что структура вполне себе уже сломана. Почему? Обратите внимание, мы включаем нашу разметочку. Ну, первое, уже говорил это раньше, сейчас просто многие смотрят, новые люди. Есть поломка вот этого паттерна восходящего клина, пробой его вниз, есть тест сверху. И сейчас у нас дорисовывается, отрисовалась уже голова и плечи. Вот она, голова, то есть плечо, голова и вот еще плечо. Обратите внимание, у нас сейчас недельный таймфрейм. И последняя свеча недельная, она просто очень шикарно выглядит. График накренился вниз. И когда мы видим вот такую структуру, когда график накреняется вниз, тем более в рамках головы и плеч, например, то вполне возможно, что вот этот паттерн голова и плечи начнет себя уже отрабатывать скоро. То есть мы можем увидеть падение доминации, но мы видим, что биткоин уже упал достаточно, да, со своих 126 тысяч долларов до 63 тысяч долларов. То есть основное падение, в принципе, у него уже произошло. И когда доминация падает, это означает, что альткоины доминируют перед биткоином. И при сильном падении доминации, как это было вот в прошлом, вот в этом моменте, вот в этом моменте, это у нас было что? Это у нас были альтсезоны. Постоянно цикличность такая. Падение – это альтсезон. Падение – альтсезон. И мы видим сейчас восходящее движение, которое было и после других альтсезонов. Да? И, соответственно, мы тоже ожидали, что падение это случится, произойдет в 2025 году. По механике рынка это должно было быть в 2025 году, по механике роста альткоинов. Но в 2025 году мы не увидели, сейчас 2026 год, и мы видим, как график накреняется вниз. Отработка паттерна головы и плеч сейчас реальнее, чем что-либо. Эта тема у нас сегодня была раскрыта в ТГ. Я вам советую зайти в ТГ, почитать, потому что по этой теме буду делать апдейты, естественно. Я думаю, всем важно, да, знать, что будет там с графиком доминации, что будет с альткоинами. То есть в ТГ это быстрые апдейты идут. Ссылка на ТГ в описании под видео находится. И вот этот последний пост обязательно почитайте. И почитайте предпоследний, если у вас портфель в минус 50, 70 или даже 90%, прочитайте также этот пост, что делать. И, соответственно, при отработке паттерна и падении доминации мы увидим рост альткоинов, как это было и в прошлом. Но об этом говорилось уже много раз. Ну, мы постоянно смотрим на доминацию биткоина и следим за этим паттерном. Идет уже перелом вниз. Будем надеяться, что паттерн отработает и, соответственно, в 2026 году, в первой половине 2026 года, возможно, мы увидим уже рост альткоинов. И до каких пор можно держать альткоины? Или даже нет? Все ли альткоины вырастут? Вырастут не все альткоины, скорее всего не все, потому что мы видим, что цикличность сместилась, поменялась, какие-то альткоины не показывают силу вообще, не показывали вообще, упали очень низко. И что нужно делать в этом случае? Ну, соответственно, если сидеть на одном месте и просто ждать, то восстановления не будет. И мы сейчас поговорим об этом, что делать с портфелями. А пока что, где продавать весь свой портфель, если доминация уже упадет. Мы также можем тянуть Фибоначчи с прошлого времени и смотреть. Смотрите, если мы
потянем фибу в прошлом, то мы видим, что график у нас спускался до уровня 0,78,6. Мы можем ее рассматривать также, растянув фибу до хаев, вот хаи, нулевой уровень, и при падении вот эти уровни 47, 48 и вот этот уровень 42. Вот здесь уже можно задуматься о том, чтобы полностью все распродать, все свои альткоины до того, как они опять упадут. То есть вот на этом падении, вот это падение, это альтсезон, вот здесь распродажа. Поэтому я вам говорю, следите за ТГ, я буду оповещать для того, чтобы все быстро реагировали. И теперь, смотрите, бонус вам даю. Бонусом вам даю альткоин, который не соскамится и вырастет. То есть не все же альткоины вырастут, а вот этот альткоин вырастет. Объясню почему. Он вырастет потому, что на нем завязаны технологии, которые США внедряет в мире с 2026 года. Уже началось это внедрение. Это не искусственный интеллект, это может быть даже круче, чем искусственный интеллект или на одном уровне, как искусственный интеллект. То есть альткоин этот завязан на вот этой новой технологии. И этот альткоин курирует правительство США и компания BlackRock. Забирайте его, он находится в описании тоже под видео. Там наш чат-бот, он вам его выдаст. И плюс к нему он вам выдаст цели на продажу. У этого альткоина цель на продажу в 2,5-3 тысячи%. То есть вот такую прибыль вы можете с него получить на альтсезоне. Может быть больше там будет, но цель по техническому анализу такая. В общем, там и название альткоина, и сразу же расписан технический анализ, где его цели. Я думаю, сверхполезно. Это бесплатно. Теперь идем дальше. Что нам делать с портфелями? Как уже говорилось, не все портфели оживут, потому что не все монеты вырастут. И у многих людей в портфеле бывает большой шлак, потому что мы периодически делаем диагностику портфелей. И, кстати, у нас, когда это? В середине марта примерно у нас будет большое мероприятие по выводу портфелей из просадок. Если хотите поучаствовать в нем, присоединяйтесь к нам. Вся инфа будет в ТГ, опять-таки. Итак, смотрите, какая математика просадок у портфелей бывает, которую все, не все, а большинство игнорируют. Вот если ваш портфель просел на 50%, то чтобы вам восстановиться в ноль, вам нужно, чтобы график вырос на 100%. Если ваш портфель просел на 70%, то вам нужно, чтобы график восстановился на 233%, чтобы вы просто в ноль вышли. Дальше, если просадка у портфеля на 80%, то нужно 400% роста графика, чтобы 0 получился. Ну и, соответственно, там 90%, если просадка, то нужно 900% для того, чтобы 0 получился. Вот такая математика, которую все игнорируют. Теперь такой вопрос. Вот вы реально верите, что плюс 233% или плюс 400% делаются хаотично? Без какой-либо структуры, без распределения капитала, даже в просадке можно так распределить, что вы выйдете потом не то что в ноль, вы выйдете в большой плюс. Без контроля риска, потому что у многих нету контроля риска тоже. Так вот, большинство людей в просадке делают одно из двух. Первое, они либо ничего не делают, а просто ждут так на авось, отрастет там. Но это хорошо, что не продают в минус. Главное в минус не продавать. Нужно ребалансировать. Так вот, большинство просто ждет, что отрастет. Да, отрастет, выйду в ноль. И второе, многие начинают метаться из монеты в монету, и вот так постоянно у них происходит. То одну купят, то другую купят. То есть нету такого концентрации такой портфеля, где нужно просто купить нужное и держать, ребалансировать на нужное и держать. То есть вот такие две ошибки. Первая, просто ждать, ничего не делая. Вторая, бегать из монеты в монету. И то, и другое – это путь к закреплению минуса. Вы должны знать, что рынок не всегда возвращает деньги за терпение. В том случае, особенно если в вашем портфеле находится какой-то шлаковый неликвид. Опять-таки, почему это говорю? Потому что мы регулярно проводим ребалансировки портфелей, и я у людей в скриншотах портфелей вижу, кошмар вижу, одним словом. Я таких тикеров даже не знаю на монетах, которые там находятся. И причем таких монет там десятками может быть. Поэтому рынок не всегда возвращает деньги за терпение.
А за что возвращает рынок деньги? Не только возвращает, но еще вы можете приумножить. За присутствие правильной стратегии. Если у вас есть правильная стратегия, у вас все будет. И если у вас сейчас по портфелю там минус 50, минус 70 или 80, или минус 30, или 20, или минус 90, главный вопрос это не когда отрастет, а по какой модели вы собираетесь делать эти плюс 233% или плюс 400%, или плюс 900%. Так вот, без ответов на эти вопросы минус превращается просто в хронический. Завтра я разберу главную ошибку, которая не дает людям восстановиться даже в фазе роста. Сделаем мы, наверное, это в ТГ, потому что это можно сделать оперативно. Но если у меня будет время, то я также сделаю по этому поводу отдельно видеовыпуск. Поэтому присоединяйтесь, ставьте лайк за пользу, чтобы YouTube распространял это видео на большее количество людей. У нас, кстати, сейчас трейд идет на биткоине, небольшой шорт. Заходили по 63 600, по 63 660. Ну и выйдем там пониже. Ну, неплохо тоже заработаем. Это так, параллельно слежу за тем, что там происходит на нашем шорте. Так что вот так, друзья, оставайтесь и получайте информацию, которая выведет ваши портфели из просадки. Всем пока.